В Майнкрафт добавили бесплатную рабочую силу. Причем не сегодня, не вчера, а в прошлом году. Ему уже почти год, и за этот год, по ощущениям, никто его не эксплуатировал. Я не могу просто сидеть и смотреть на это, поэтому в этом видео вы узнаете о том, как мы использовали LAF для того, чтобы добыть ресурсы для нашего бесконечного проекта. И побили рекорд добычи 200 тысяч песка. Зачем я построил клон-машину LAF, какие новые странные переводы мог получить Майнкрафт, и что не так с голосованиями за мобов. И еще, я хочу выпустить это видео на 1 апреля, чтобы было еще смешнее, но у меня всего неделя, а по меркам моего канала это очень мало. Мне нужно поторопиться. Итак, за год существования LAF в игре я не взаимодействовал с ними вообще никак. А это значит, что нам потребуется создать всю инфраструктуру с нуля, чтобы воплотить мою сегодняшнюю мечту. Для начала нужно найти LAF, затем создать станцию для их размножения. Когда это будет сделано, нам необходимо будет задизайнить станцию приема лута, а сразу после этого мы отправимся сюда, чтобы добыть 200 тысяч песка. Почему именно столько? Дело в том, что это наш старый рекорд с 5-го сезона. В этом нам снова нужно очень много песка, и я подумал, что это будет круто побить старый рекорд с использованием LAF. Так что, как только все будет готово, мы направимся в пустыню и побьем рекорд Пеппиленда, используя вот этих ребят. Ну и еще игроков сервера. Итак, прямо сейчас у нас есть две вещи, которые нужно найти. Это LA и нетронутая пустыня. И зная, насколько ценным и незаменимым ресурсом для мегапроектов Пеппиленда является песок, я могу сказать вам, что с пустынями все точно будет сложно. Это не песок, если что, это песчаник. Здесь была пустыня, но песка в ней уже нет. Я нашел песок, но его слишком мало, здесь точно не 200 тысяч. Я продолжал передвигаться по серверу в надежде найти LAF или нетронутую пустыню, но ничего из этого не попадалось. Я смотрю на океан, уже не знаю сколько времени, здесь просто нет ничего. Мне кажется... Или это песок? Блин, здесь есть песок, но в основном она выкопана. Но посмотрите, какая она огромная. Мне кажется, здесь должно быть нетронутое место по-любому. Нужно будет посчитать чуть позже, но в принципе похоже на то, что здесь должно быть достаточно. Осталось найти LAF, и мне кажется, это будет сложнее. Опс. У нас есть первая проблема. Но мне кажется, у меня есть решение. Да, не обращайте внимания на мой инвентарь. Все эти вещи точно мне нужны, и у меня не мусорка в инвентаре. В общем, я летал от аванпоста к аванпосту, потому что именно там должны были спавниться LA, но их нигде не было. Вообще. Мне кажется, просто все залутали. Слова излишние. Если мне не повезет и все эти штуки залутаны, нам придется заниматься самым ужасным делом в мире. Общаться с другими людьми. Окей, все залутано, нам придется взаимодействовать с людьми. Нет. Это пушка. Как только у меня что-то идет не так, я иду ныть об этом ей. И вы знаете что? У нее оказались LA. А это значит, что пришло время экспериментов. Короче, мой план заключается в том, чтобы размножить их, забрать парочку. Погодите. Они так не размножаются? Я был уверен, что они размножаются кристаллами этими. 9 лет, кстати, в Майнкрафте. Я воспользовался сетью интернет. И отправившись на сайт Minecraft Wiki, я обогатил свой мозг знаниями о том, как размножаются LA. И оказалось, что размножаются они только под музыку. И теперь мне нужны были проигрыватель и диск. О, я нашел. Эксперименты. О! Это вот так работает! Так, сейчас, по идее, вот эти двое должны... Не-не-не, погодите, почему они все улетают? Ладно, у нас есть проблема. Блин, нет, он улетит сейчас, он супер далеко. На данном этапе у меня появились некоторые проблемы с LA-ми, и я гонялся за ними примерно 10 минут. Я не вижу, где они. Вон он. Вон он. А где... Где вообще все? К слову, наверное, будет уместно рассказать, что все происходящее на экране сейчас — это отчасти моя вина. И не потому, что это я попросил их выпустить сначала, нет-нет-нет. Дело в том, что в том году я голосовал за LA, и именно поэтому мне так грустно было смотреть на то, что никто особенно им не пользуется. Концепт ведь отличный, и моб реально полезный, но всем почему-то плевать. Вообще, это большая проблема голосований за мобов, на мой взгляд. Люди больше хотят того, чего у них нет, потому что в их головах оно выглядит лучше, чем было бы в игре на самом деле. А то, что есть, из-за этого особенно не ценится, потому что вот оно с его проблемами и минусами. Воображаемый моб всегда кажется лучше реального. Погодите. А почему их двое, а не трое? Я не знаю, где третий. Я подозреваю, что он просто залетел в чей-то портал, и это был бесплатный подарок для кого-то из игроков. Он спустился куда-то сюда. Я не вижу его. Я не вижу его. Ладно, он пропал. А, нет, что? Просто выгуливаю своего Элея, не обращайте внимания. По-моему, я понял, как это делать так, чтобы он не отрывался. Да, он один.
уже. Не спрашивайте. Короче, эта деревня будет превращена в нашу клон-станцию Элеев, и процесс начинается прямо сейчас. Я не знаю, сколько мне их понадобится, но главное не переборщите, потому что если их будет слишком много, серверу будет плохо, а этого я не хочу. Окей, меня ждет некоторое количество АФК в этом месте, пока я смогу их размножить. Итак, пока я жду размножения Элеев, я использовал самую научную программу в мире, Paint, для того, чтобы произвести расчеты и определить, есть ли в этой пустыне 200 тысяч песка. И в ней есть гораздо больше. Нужно превратить деревню в станцию для размножения Элеев, превратить пустыню в станцию для работы Элеев и игроков, и побить старый рекорд. Бизнес-переговоры прошли успешно. Теперь у нас есть чем копать завтра утром. Чтобы вы понимали, на данном этапе у меня осталось меньше 5 дней. И завтра мы будем только копать, а потом мне все это надо будет еще смонтировать. Знаете, что я думаю по итогу? Идея держать Элеев внутри деревни была супер тупой. Знаете почему? Потому что они выбираются. Итак, наш план. Игроки копают песок, в то время как Элеи и специальные игроки, к которым они привязаны, бегают вокруг всего этого. Элеи выкидывают вещи в игроков и на специальные станции. В конечном итоге все ресурсы собираются на специальной платформе в шелкерах, которая, когда будет заполнена до конца, будет составлять примерно 200 тысяч песка. Но есть одна загвоздка. Станции еще нужно было построить. Я задизайнил их несколькими днями ранее. Ничего особенного на самом деле, обычные станции для сбора предметов. Нотные блоки заставляют Элеев выбрасывать предметы в воронки, которые ведут в сундуки, а сами Элеи летят собирать лут дальше. Загвоздка была в том, что я не успел построить их ко дню раскопок, и строить их придется на ходу. Игроки уже были на месте, я начал объяснять им суть задачи и продолжил размножать Элеев. Ребята начали разбирать лопаты и приготовились к раскопкам. Единственный вопрос, который до сих пор не был отвечен, это зачем нам вообще столько песка? Он был нужен нам для проекта бесконечной базы. К сожалению, у меня нет времени рассказать о ней в этом видео. Сроки, помните, да? Но вы можете подписаться, чтобы не пропустить продолжение. И еще мне это поможет. Плюс, с прошлого ролика мой канал обогнал Астрахань, Калининград, Липецк и вплотную подошел к Чебоксарам. И если вы хотите узнать, какие города идут дальше, все в ваших руках. Итак, таймер запущен, Элеи выпущены. Прошлый рекорд 200 тысяч песка за 5 часов. Первая проблема, часть Элеев куда-то пропала. Несмотря на это, раскопки шли и шелкера заполнялись. Вскоре песка стало так много, что наших шелкеров перестало хватать. Тогда я собрал часть Элеев и отправился строить станции, чтобы Элеи выбрасывали все эти кучи вещей не в игроков с шелкерами, а в станции с сундуками. Первая станция была готова, и польза Элеев сразу стала куда более заметной. Поэтому я сразу побежал делать вторую и третью. На этот момент на часах было уже 18 минут. Я размножал Элеев, игроки копали, Элеи собирали, и наши шелкера безумно быстро наполнялись песком. Я размножал Элеев, потому что их постоянно становилось меньше по какой-то причине. Примерно с такой скоростью игроки заполняли сундуки, но не все шло так гладко. Так, подождите, что вы сделали? Почему все сундуки и где весь песок? Это будет сложнее, чем я думал. Ребят, смысл этой платформы был в том, чтобы когда она вся была в заполненных шелкерах, было понятно, что у нас достаточно. Нам не нужна платформа сундуков, заполненными шелкерами. Это в 54 раза больше, чем нам нужно. Мы достали все шелкера из сундуков, поставили их на платформу, и оказалось, что у нас уже больше, чем 200 тысяч песка. Меньше, чем за 25 минут. И мы решили не останавливаться. Я продолжил размножать Элеев. Игроки продолжили копать. Спустя еще несколько минут на платформе было уже 345 тысяч песка. Шелкера лежали в 2 слоя. 2 слоя и 32 шалкера, и вы сможете сделать 200к x2. Снова на раскопке, снова к подсчетам, и вот он, новый рекорд. Они заполнены? 30... Все. Дамы и господа, мы только что поставили новый рекорд Пепеленда и побили его в 2 раза. За 34 минуты и 10 секунд мы добыли 400 тысяч песка. Кстати, я еще обещал вам про переводы рассказать, но погодите. Если вдруг у вас есть желание быть среди вот этих ребят, сезон продлен аж до конца мая. И еще несколько подобных штук запланированы, так что впереди еще целых 2 месяца Пепеленда. Если вы заинтересованы, ссылка есть в описании. Ну и про переводы. LA. Угадайте с одного раза. Тихоня. Тихоня! Нет, ну он правда тихий, но Тихоня... Ладно, это на самом деле не важно. Знаете, что важно? У нас мог быть моб с названием Нюхозавр, и мы упустили его. Демократия в очередной раз подвела человечество.
Какая же у этой истории мораль? Не сказать на самом деле, что LA прям ответственный за рекорд, в большей степени это достижение игроков, понятное дело. Но LA здорово помогли и точно не сделали хуже. В связи с этим возникает вопрос, изменится ли что-то в мире после выхода этого видео? Увидели ли люди потенциал LA, который все это время был недостаточно использован? По факту люди настолько легко привыкают к хорошему, что вместо того, чтобы писать на смываемых втулках, что они смываемые, теперь на несмываемых пишут, что они не смываемые, потому что люди начали смывать все подряд. Поэтому вопрос, изменится ли мир в лучшую сторону и станет ли в нем меньше людей, недовольных этим мобом? Только один способ узнать — жить дальше. Живи ради того, чтобы узнать о последствиях своих действий, это звучит довольно интересно. И даже если вам не понравился LA и вы не будете его использовать, как минимум победа LA дала вам это видео. Надеюсь, оно вам понравилось. А если нет, то не переживайте, следующее будет лучше, потому что это я пилил в ППХ. И с ума сойти, я даже успел. Спасибо за просмотр и желаю вам выспаться сегодня.